Друзья, всем приветики! Я, как всегда, очень рада видеть вас здесь, у себя в гостях на этом канале, посвященном вязанию, шитью и всякому прочему творчеству и рукоделию. Добро пожаловать! Сегодня у меня для вас классический вязальный влог. В этот раз за одну неделю ровно, все по плану. И, конечно, грандиознейшим событием, грандиознейшим завершением этой недели является мой джемпер с Цири. Вы можете в это поверить? Я все еще нет. Очень бы хотелось, конечно, в нем сейчас сидеть перед вами, но у нас сейчас тот момент, когда на улице уже немножко потеплело, а отопление в квартирах еще не отключили, поэтому у меня очень жарко сейчас, и я просто бы спарилась в этом джемпере. Помимо этой готовой работы, у меня неделя была в каких-то творческих экспериментах. Я начинала новые процессы, вязала образцы, что-то пробовала. В общем, такие творческие поиски. Что-то получилось удачно, что-то не очень. Но обо всем этом вы узнаете дальше. Не буду больше болтать. Приглашаю вас заглянуть в мою вязальную жизнь за прошедшую неделю. Всем приятного просмотра. Поехали! Ба-ба-ба-ба-бам! Смотрите, что у меня. Горловинка довязана. Вчера вечером довязала горловинку. Вот это уже действительно прикол, сколько я вяжу этот джемпер. И думаю сесть, сделать вышивку финальную какую-то. И задумалась о том, что я хочу. Вообще, коготки я вот что-то не очень хочу. Мне очень нравятся вот эти лапушки мягенькие, пухленькие такие. Все, мне кажется, здесь ничего не хочется добавлять. Ну, естественно, нужно усы. Усы я вот нашла вот эту пихорку, детский каприз, достаточно тонкие такие ниточки. Думаю, как я буду сейчас вышивать. Смотрю, в общем, самый финальный последний урок Кати по этому совместнику. И думаю, что делать. И тут слышу от Кати о том, что можно вообще эти усы, ну, просто даже пряжу привалять иголочкой. И тут мне приходит мысль, а почему вообще все усы и там глазки, носик, что я хочу сейчас здесь сделать, не выполнить исключительно валянием. У меня же здесь вот этот наборчик, который я, кстати, так и не доваляла. Вот он у меня вот здесь так и стоит. Но я его закончу как-нибудь, просто время пока до него не дошло. Я думаю сейчас отсюда достать беленький, вот розоватый какой-нибудь оттеночек. И хотя носик у меня у Цири как бы темный, ну не розовый. В общем, буду сейчас что-нибудь придумывать. Может, кстати, носик я и вышью, чтобы он такой еще более объемненький был. Найду сейчас какую-нибудь пряжу цвета. Даже не знаю, сложно понять, какого цвета. Ну, вроде бы чуть-чуть розоватый носик, бордоватый, но вообще он как бы серенький, как будто, да, пятнышко на мордочке. Вот, ну, может быть, взять прям вот этот же, как бордовый плащ. Буду сейчас пробовать, в общем. Хочу уже завершить этот финальный этап на джемпере. Я его, кстати, уже отпарила, отгладила. То есть тут все, с горловинкой у меня все получилось очень отлично, прекрасно. Останется спрятать несколько кончиков. И будет все готово. Вообще, я сама в шоке, что это неужели может эпопея закончиться. Что-то валяние мне не понравилось, как можно сделать. Носик, я вышила носик просто по петельным стежками обычными, вот в этом бордовом. Хорошо, мне нравится. Кто-то бесится. Вот, и сейчас думаю над глазиками. И я уже просто все перерыла цвета, достала вот коробочку образцов, перерыла вот здесь уже целую коробку пряжи разных цветов. И если честно, ну то есть как просто черные бусинки не хочется делать. Ну как-то я не знаю почему не хочется. Но при этом просто зрачки, ну точнее как радужки вот эти цветные кошачьи, зеленые там или желтые, я сейчас смотрела, ну вот это по оттенкам мне больше всего понравилось. Как-то типа добавлять туда еще потом зрачок, валяние. Будет слишком как будто реалистично. Мне хочется же все-таки эта картиночка, она такая схематичная немножечко, то есть у нее есть какая-то вот стилистика такая. И сейчас мне в голову пришло вот реально просто сделать так же, как я вышила носик, точно такие же два глазика.
глицерит. Это было заснято. Даже не отрицай. В общем, мне кажется, даже прикольно в этом что-то есть, что глазики будут вот просто в одном цвете, вот такие два пучочка вот таких же, точности как носик, без зрачка, без ничего, просто вот такого цвета. И мне кажется, он очень здорово вот к коричневому, к бордовому сюда как-то вот в такой коричневатой гамме вписывается. В общем, сейчас буду это делать. Кстати, моточек офигенный. Я у Вали суходол покупала в магазине. Суходол. Такой интересный и цвет. И вообще, что такая, как лапша, как лапша быстрого приготовления, такая ребристая, с пумпончиком. Это пумпом вул называется. Конечно же, я не буду сюда затрагивать эти пумпончики синие. Просто, да, тут буквально несколько стежочков. Просто сейчас отрежу. Это я распустила, у меня образец был просто. Но усы я подмеряла уже валянием. Думала поначалу, ну, что-то не знаю, валянием, усы тонкие, как-то. Причем, опять же, если у меня был бы какой-то большой узор валянием выполнен, то это одно было бы. А тут все как бы вышито стежками, а усы валянием. Короче, странно будет. Решила я в итоге все-таки сделать усики просто ниточкой. Ну и их потом еще чуть-чуть привалять, чтобы они прилипли к каждому стежку, чтобы не провисали, как Катя и советует. Тут у меня иголка. Там внутри, кстати, я подставила для валяния этот брусочек мягенький. Все. Надеюсь, следующим кадром я уже покажу вам то, что у меня получилось. Так, я тут уже 100 раз переделала усы. Все, не знаю, не могла идеальную пропорцию, идеальную длину найти. Потом уже что-то там тенюшки сделала черным цветом. Вот попробовала зрачок черным делать, какие-то вот даже точечки. Усичные точечки такие черненькие. И все мне не нравится. Все-таки я думаю, наверное, уберу все это лишнее. Либо делать очень-очень все детализированно, либо все-таки убрать все эти мелочи и оставить минимализм. Все, вот такие вот желтые глазки, чисто по 3 усика, все, ничего лишнего, ни верхних усиков, ничего больше не делать, ни коготков, ну, потому что иначе какой-то, мне кажется, несоответствие, какой-то диссонанс происходит. Я уже тут намучила всю эту мордочку, уже пыталась ротик тоже вот такой вот изгибом розовой, шерстью розовой валять тоже. Короче, натыкивать. Не нравится все. Не нравится, убираю все эти попытки. И я думаю, на этом закончим. Сделаю сейчас примерочку еще. Ну что же, ребят, неужели этот джемпер готов? Я только что заправила самые последние кончики, вообще все, даже там, где соединение мотков было, где заканчивался один моток, начинался второй. Все чистенько, идеально. И вот такой вот он получился. Но я давайте покажу вам еще подсъемы красивые попозже. На этом пока все. На самом деле мне пока просто не верится, что он закончен. Уи! Ну что, друзья, я сейчас вдосталь накрутилась, навертелась, наснимала вот так в зеркало этот готовый джемпер. И что я могу сказать? В итоге, помните, я говорила, может, где-то, что пропорция немножко для меня странновата, что очень... Хотя как не то, что для меня, и не странноватый вовсе. Просто такой момент, нюанс для некоторых это, ну, странно, для меня я, наоборот, люблю. Когда широкий очень тело плечевого и достаточно такие не в облепон, но не широкие рукава. Я не очень люблю, точнее, я вообще не люблю, когда заканчиваются рукава широкой манжетой, потому что если широкие рукава, мне это некомфортно, неудобно, потому что я очень люблю рукава вот так вот подтягивать. И мне очень важно, чтобы вот эта резинка была более-менее держащая, чтобы можно было делать вот так вот. Какой бы ни был свитер, джемпер, что угодно, любая вещь с длинным рукавом у меня рано или поздно
возникнет привычка, потребность вот так вот подсучить рукава. Не знаю, это вот мое, я так люблю делать, люблю так носить. И у этого джемпера все прекрасно с этим, отлично. Резинка, ну, тут нужно отдать должное пряже. Если кто-то спрашивает сейчас и не видел, когда я когда-то в этой долгой эпопее с этим джемпером рассказывала, из какой пряжи я вязала. Здесь я сделаю подпись. Это Катя. Мерина Твит, по-моему, называется. Вот такой вот твитовый артикул. Ну, конечно, большое плечевое вязать из там такие моточки по 50 грамм маленькие. Естественно, очень много кончиков. Имейте в виду, но результат, смотрите, какой классный. Мне безумно нравится. И этот цвет, и эти крапушки. Вот такая вот сыренькая, значит, у меня. Смотрите, какие здесь ушечки. Чуть-чуть розовые, вкрапления махерчика я ниточку вставляла. Такие вот пухленькие, желто-коричневатые глазки, розовый носик, усики. Усики я приваляла, чтобы они, видите, они не болтаются, не отпадают. Бордовый развивающийся плащ, и Цири просто спешит на помощь. Супергерой. Тело у нее такое пухляшечное, такое, знаете, основательное такое, пухленькое. Все по пропорциям, мне безумно нравится. В этом джемпере тут, ну правда, я не знаю. Горловинка тоже. Я очень переживала, что будет растянутая вот здесь вот. Именно там, где закрытие петель, что будет растянуто. Это проблема многих джемперов, поэтому, спицы, на самом деле, я не брала здесь какие-то супер маленькие спицы, но когда я закрывала, кстати, впервые делала закрытие иглой по Катиному подробному уроку, и мне очень понравилось, конечно, не то чтобы я хоп и наизусть это запомнила, и теперь буду только так закрывать, но я знаю теперь, что этот урок у Кати есть, я буду его включать и повторять. И повторюсь, да, я очень переживала, что будет растянуто, я старалась этот момент так поплотнее затягивать, поэтому у меня горловинка просто вообще идеально легла, то есть нигде никак не топорщится, и я сюда не вставляла никаких эластичных ниточек, ничего нет, хотя Катя там советовала, что если будет такая проблема, то можно вставить эластичную ниточку внутрь. Вот у меня все и так хорошо, даже, то есть так вот, когда оттягиваешь, чувствуется внутри вот это вот, плотненькая ниточка закрытия. Вот. Ой, я что-то снимаю, мне уже жарко стало, теплый джемперок. И я вот уже такие кудри тут накрутила, такие немножечко на свою новую плойку волнистую. Сегодня мы с друзьями едем играть в боулинг. И я, конечно же, надену этот джемперочек. Буду хвастаться перед друзьями. Надеюсь, жарко не будет. Ну и повторюсь, наверное, 100-й раз, я еще в приветственном видео, скорее всего, это скажу. Я безумно рада, что этот джемпер готов. Я не знаю, как давно у меня не было завершений плечевых проектов, и это что-то такое для меня основательное, хотя здесь ничего сложного, повторюсь 100-й раз, здесь ничего сложного не было, но я его вязала очень-очень долго, я очень много раз его откладывала, как будто бы растягивала, я не знаю, завершение его, и вот, наконец-то, можно начинать следующее плечевое и снова вязать его полгода. Ладно, все. Спасибо за внимание. У меня тут Цири уже все. Весеннее настроение. Сезон спать на балконе открыт. Да, Цири? Она тоже спит тут, тусуется. Все как бы. У нас сегодня более-менее солнечно, тепло. Наконец-то в конце марта начал таять снег. У нас очень поздняя в этом году весна. Прям очень поздняя весна. Это учитывая, что еще зима, если вы помните мою рубрику погоды, у нас зима началась просто в октябре, побахнул снег и не хотел таять. Факт того, что зима очень ранняя в этом году, а весна очень поздняя. Просто мега длинная зима. Терпеть такое не могу. Я надеюсь, поздняя весна нас в этом году, порадует хотя бы. Ну, здравствуйте. Сидит, караулит. Да, Царь? Косулина.
Доброе утречко, друзья! Хочу сейчас сделать с вами небольшую распаковочку. Мне пришел подарочек от еще одной моей зрительницы Тани. И немножечко припозднился к дню рождения. Тем не менее, очень меня радует. Здесь я забрала вчера из Озон несколько пакетиков, коробочек. Давайте сейчас вместе посмотрим, что там. Одну книжечку я уже распаковала, потому что она была в прозрачном пакетике, как бы сразу понятно, что было. Это у нас «5 языков любви», большая книжечка Гэри Чепмен. Я слышала о языках любви, о даже конкретных приемах, упражнениях, как понять и объяснить партнеру, какие конкретные языки любви используешь ты, какие у него. Ну, в общем, такие примеры. Я сначала подумала, что это реально просто тетрадочка, где вот эти упражнения всякие заполнять, как анкету. Но здесь, я так поняла, кратко полистала, языки любви же могут быть не только с любимым человеком, также и с детьми, с родителями, с друзьями и так далее. То есть такая вот небольшая книжечка. Прочту обязательно. И давайте начнем здесь распаковку. Нет, давайте лучше вот сначала с вот этих пакетиков, потому что мне такое ощущение, что это тоже книжки. На ощупь такой вот. Такая у меня догадочка. Ой, какая красивая обложка, смотрите. Помните, я говорила, по-моему, в прошлом на выпуске, как раз в последних где-то подсъемах по поводу моей любви к обложкам и о том, что я не очень люблю слишком анимешный стиль в рисовке. Но здесь я бы сказала, что это не анимешный стиль рисовки, и мне очень нравится какая-то вот эта северная народность, как видно по одеянию. Так, давайте сначала прочту. Анна Тихая, все люди севера. Да, здесь тоже какие-то викингские, смотрите, кораблики, вот эти. Очень красивая дамочка. Блин, ладно, я пока не буду ни аннотацию, ничего читать. Попозже, может быть, расскажу подробнее об этой книжке, но мне очень нравится обложка, это я могу сказать точно. Так, первая книжечка, хорошо. Вторая книжечка. Ой, какая прелесть, такая желтая, летняя, какая-то теплая обложка сразу же. Крапива, мертвые земли. Даха Тараторина. Даха. Меня в школе называли, когда так, знаете, типа пацанские. Типа, Даха. Даха, иди сюда. Здесь что-то такое а-ля Рус, смотрите. Поле, девушка. Тоже мне очень нравится рисовка, кстати. Я бы вопросики к дизайну вот этой надписи, блин, была бы она вот попроще, без вот этих переходов и вообще зеленый здесь не к месту. Но сама картинка очень красивая. Так, в общем, очень-очень интересно. Блин, книжки. Вот за книжки отдельное спасибо, Тань, это очень мне нужно. И давайте последнюю коробочку посмотрим. Тут какая-то упакована очень добротно. Может, это какая-то вазочка или свечка, или кружка, или... Блин, упакована реально очень мощно. Сейчас я это буду вырезать. Я вижу, что это какой-то... Кит! Смотрите. Это свеча в такой гипсовой форме в виде кита. Смотрите, какие у него золотые штучечки на лапочках. На плавничках, извините, какие лапки. Ну вот еще одна свеча в мою коллекцию. Потрясающие подарочки. Тань, большое-большое спасибо. Это все мне очень нравится. Доброе утречко, друзья. Посмотрите, что вот у меня происходит. Вот тут и вот здесь происходит сумбурный поиск пряжи. Как можно заметить, это уже у меня летние составы, хлопочки. Вот это все, что я вытащила, это хлопочки. Поэтому, собственно, я их вытащила, потому что они далеко были запрятаны с прошлого сезона летнего. А я в поисках пряжи для воротничка. Помните, в прошлом выпуске влога я показывала манишку ажурную, классную по совместнику Алены. И мне очень она нравится, но уже действительно стало слишком тепло ее носить, а хочется продолжать. И хочется связать такую же, но как воротничок, именно в летнем составе. В общем, сначала я думала какие-то нейтральные вот такие вот цвета, что-то светленькое, но здесь хлопочек стопроцентный классный, Майя от Перми, но он очень тоненький. Я подумала, что я что-то с ума сойду вязать рапортов, там 16 штук вместо 10. Вот такой вот у меня хлопочек еще потемнее есть, ну потолще, ну
цвет не то, цвет темный, а я хочу что-то светленькое. Вспомнила, что у меня такой же есть вот хлопочек, как вот этот коричневый, в розовом цвете, кстати, тоже более-менее прикольно, интересно, возможно, как вариант. И еще вспомнила, что у меня есть вот такой вот шнурковый хлопок, очень классного, моего любимого желто-горчичного охристого оттенка такого, и пряжица пухленькая. По толщине, кстати, надо сравнить. Ну-ка, как она на ощупь. Ну, слушайте, она очень приближена. Примерно, наверное, такая же, как и вот это вот хлопочек. Эту пряжицу мне дарила зрительница моя, присылала. И у меня вот там вон в шкаф, вот видите, виднеется желтенький кусочек. Целая бобинка. То есть полностью этой пряжи хватит на какое-нибудь плечевое. И у меня вот стоит выбор. Тратить ее на воротничок или оставить на плечевое. Но, знаете, вот неизвестно, когда я рожу, соберусь это плечевое. А так я бы воротничок вот этого моего любимого оттенка, я точно знаю, что я бы это носила все лето на рубашку, на топ, на платьишко какой-нибудь летний, на сарафанчик. Я обожаю такое. Ой. Вот розовый, в принципе, тоже прикольно. Ну, вот я между вот этими двумя. А, кстати, может быть, сделать розовую основу, а по бокам рюшу вот такую. Это просто, ну, мне очень нравится, как это сочетается. В общем, я в поисках, да, в поисках обложилась вот пряжей. Тут смотрю, все выбираю. Вот такие вот у меня дела этим утром 1 апреля. Кстати, да, сегодня 1 апреля. Хотелось бы какую-нибудь шутейку себе в телеграм-канал написать, но пока не придумала. Итак, что же я решила? В итоге я выбрала именно вот эти вот цвета. Это будет не совсем такой универсальный воротничок в белом цвете, который вообще ко всему подходит, к любой одежде. Будет такой чуть-чуть более интересный вариант с розовым и с таким вот желтеньким. И я думаю, на самом деле сделать основу, ну вот как по описанию Алены, спицами, узорчатую, ажурную, а рюши, то самое, которое мне показалось самым сложным в спицах, вообще рюша спицами. Что-то я боюсь этот подвиг снова повторять, он мне очень тяжело дался. Я думаю взять просто и крючком обвязать рюшем, потому что крючком рюшу сделать вообще, мне кажется, очень просто, и она получается такая воздушная, классная. Возможно, я сделаю именно так. Ну, соответственно, и шнурочек сделаю тоже вот в этом цвете. Мне кажется, это супер вкусное сочетание. Я тут еще достала спицы. Набор спиц. Вот этот вот китайский набор спиц красненьких. Это все такое сочное, такое цветное. Тут лежит. Вообще, я кайфую. В общем, все. Начинаю. Не знаю, что, как получится. Надеюсь, что-то получится. Эксперименты начинаются. Какие у меня длинные волосы. Я каждый раз удивляюсь в видео, когда вижу. Так, что весь день я вязала этот воротничок ажурный. Вот столько успела провязать. Не то чтобы сильно много. Ну и как, весь день имеется в виду, поскольку там, я не знаю, еще когда светло было, часа в 2-3 я начала, сейчас время 8. Ну, весь день, да. И, если честно, у меня уже начали очень уставать глаза. Я снова здесь поделила все на рапорты с вот такими маркерочками. Поняла, что использую этот наборчик маркерочков достаточно часто. Ну, как достаточно часто, второй раз всего. Ну, в общем, каждый раз, когда я что-то, где-то изделие с рапортами, с большим количеством рапортов, которые нужно отделить, я использую вот эти вот маркерочки. Они в едином стиле, такие более нейтральные. Подумала, что надо бы сделать для себя такой наборчик с большим количеством маркерочков, буквально там 16 штук, чтобы было на всякий случай, в каком-нибудь миленьком цвете розово-бежевом или желтоватом. Короче, для себя надо сделать. Что лишним не будет. Именно наборчик. Потому что маркерочков, микронаборчиков для вязания носков, вот эти, которые я часто на продажу делаю, таких у меня просто очень много. Давайте покажу. Тут рядышком сижу. Вот такая вот у меня коробочка. И она полностью заполнена вот такими наборчиками маркерочков. Всяких разных. Ну, все их я вам показывала, поэтому
Какие-то из них я даже ни разу еще не использовала. Вот это прикольно, кстати. С Эйфелевой башней. Такие. Но как бы, чтобы был выбор, когда я вижу носочки. Ой, мне очень нравится подбирать маркерочки в цвет проекта. Не лишним не будет. Так, что-то я отвлеклась. В общем, да, устала я от вот этого проектика. Я провязала 13 рядов. Вот это 13 рядов. Раппортов у меня здесь выходит 10, ровно 10. И хочу сесть поужинать, посмотреть сериальчик какой-нибудь и повязать что-то ненапряжное. Как-то, чтобы дать глазам отдохнуть. Хотя сейчас вечер, уже, по-моему, глаза не отдохнут. И я думаю повязать свои носочки. Вот эти вот. Здесь я остановилась, потому что ниточка у меня как бы заканчивается, но еще вот чуть-чуть есть. И я хочу посмотреть, сколько хватит мотка второго носочка, чтобы одновременно их заканчивать. Представляете? Сижу, вяжу, уже практически вывязала пятку, такая довольная. И тут смекаю, что я же пятку делала другим цветом вообще-то. Вот этим дополнительным сереньким мысок, пятка и резинка потом будет. А я вывязала, вообще совсем про это забыла. Блин, так обидно сейчас распускать все это надо. Ох, невнимательность. Сижу, потому что сериальчик смотрю. Кто угадает, что это? Мой guilty pleasure продолжается. Я смотрю ранеток. Да. Ребят, всем доброе утречко. Такая вот у меня сегодня завтрачная, вообще так можно говорить, пиццуля, в общем, традиционная моя. И хочу зажечь свечку. У нас сегодня солнышко, и нагревает балкон, становится очень тепло, так что я открыла окно. Такие приятные весенние звуки. Весенние звуки — это я имею в виду тающего снега и ездящих машин по лужам. Я не знаю, в Москве и в Питере уже давно все растаяло, а у нас в Сибири очень много снега в этом году, так что у нас все еще в разгаре таяние снега, лужи огроменные и вот такие вот звуки. Там у меня белье сушится, не обращай внимания. Цири вон сразу же, естественно, вылезла на балкон, нюхает весну. И думаю зажечь свечку, так как много свежего воздуха из балкона идет, можно спокойно, без страха пожечь свечи. Напоминаю, что не в проветриваемом помещении жечь свечи не рекомендуется, потому что это не очень полезно. Пары вот эти. Ой, ну красота какая. Ты сладенький. Кисулька. Ребят, у меня тут готов новый дроп весенних маркерочков, наборчиков малюток для вязания носочков и варежек, перчаточек. Все как всегда, все как обычно. И я сейчас постараюсь по-быстренькому показать, чтобы не затягивать эти подсъемы, я знаю, многие их пролистывают. И в этом весеннем дропе вот таких 3 наборчика с незабудкой. Вот такой главной бусинкой в виде незабудки керамической, с розовыми, желтыми и просто с нейтрально-беленькими бусинками. Вот здесь желтые остались с прошлой коллекции тюльпанчики. Отложим их. 2 наборчика с супер блестящими капельками, бусинками в зеленых оттеночках. И дальше все остальные наборчики маркеров у меня похожи на коллекцию Леденцовой, состоящая вот с такими вот бубликами, бусинками, плюшечками, бубликами в разных-разных сочетаниях. Давайте просто быстренько их посмотрим. Здесь такие более нейтрально белый с розовым и даже просто белый с прозрачным. Такие вот маркерочки, бублики. Зеленоватые бублики. И еще одни вот такие розоватые.
И давайте еще рассмотрим с медной фурнитурой. Здесь у меня просто 2 маркерочка прогресса, без наборчик. Это опять мой полет фантазии. Я думала, ну как, что еще бы можно такого было оригинальненького придумать. Сейчас не буду говорить о том, что я такая единственная в мире придумала использовать пуговки, но что-то вот меня как-то осенило. Я думаю, блин, прикольно вместо бусинок использовать именно пуговки. Мне кажется, это очень мило, как-то так смотрится. Нашла у себя в запасах самые маленькие. Ну, посмотрите, просто какая-то микро-малюсенькая пуговичка. Детская прям совсем. Соединила их с разным цветом бусинок. И это вот просто маркер прогресса, такой оригинальный, интересненький. Вот мне показалось. Я даже поискала специально, где можно купить очень-очень маленькие пуговки, чтобы наделать целую коллекцию таких милых маркерочков. Скажите, что вы думаете? Хотели бы такой себе просто один маркер прогресса? Или, быть может, в наборчике? Вот с такими милыми пуговками. Из наборчиков в медной фурнитуре самые такие интересные, яркие, наверное, это вот такие в красно-бордовых, каких-то коричневатых оттенках с вот такой вот ракушкой. Я так и не поняла. По-моему, она металлическая. Я долго думала, из какого материала она сделана. Думала, что это какой-то камень или еще что-то вырезано, но это не камень, это металл, покрашен в красный цвет, потому что он тяжелый такой, вот эта бусина ракушки интересный. И здесь вот такие вот стеклянные бусины все остальные. В медной фурнитуре, мне кажется, очень прикольно, гармонично так выглядит. Но самая звездная моя придумка из этого дропа маркеров — это наборчики с грибочками. Ребят, ну посмотрите, ну это же просто грибочки. Сюда же я приделала шишечки на маркер прогресса. Здесь у нас шишечка, грибочек на такой вот удлиненной ножке. Вот такие грибочки, нейтрально-беленькие, тоже с шишечкой висящей. Ой. И вот такие темно-коричневые грибочки, тоже с шишечкой. Мне кажется, это очень милые наборчики для грибников. Признавайтесь, кто любит собирать грибы, кто вообще любитель грибов. Я очень безумно люблю собирать грибы. Больше, чем их есть, из них готовить. Собирать грибы — это для меня просто полнейший кайф. Поэтому себе я, конечно же, оставила один из таких тематических сетиков маркеров. Ну и все остальные маркерочки с использованием снова вот этих бусинок, бубликов, которые вот так вот я сочетала разных цветов. Вот эти очень вкусненькие, как пироженки или зефирки. Знаете, когда вместе складываются зефирки с печеньем, например, получаются какие-то такие пироженки, бочоночки. Очень красивое сочетание, мне нравится. Вот такие бочоночки. Все, на этом все. Надеюсь, что-то из этого вам понравилось. Как всегда, приобрести маркерочки можно. Ссылочку оставлю у меня в телеграм-канале. Я периодически делаю дропы. А это у меня сосульки остались с прошлого дропа. Не проданные, не распроданные. Вот такие вот сосулечки в оранжево-коричневых тоже цветах. Все. Совсем забыла. Вот такой вот еще есть маленький сетик с грибочками. Здесь это прям мухоморчики, как будто с красной, видите, шляпочкой. И в ножка у них кошачий глаз. Смотрите, как переливается. Прикольно. Тоже милый наборчик. Что, Цирь? Как тебе мои новые маркеры? Не интересует такое? Добрый вечер. У меня срочное включение. Смотрите, что. Готовы еще одна парочка носочков. И знаете, что я заметила в последнее время? Последние носки моей парочки как-то остаются без названия. А раньше я всегда придумывала какое-то кодовое название им, чтобы вам называть и как-то для самой себя их идентифицировать и отличать от других. Ну и как-то так интереснее, мне кажется, название придумывать. А этим носкам я снова ничего не придумала. И вот я их уже закончила.
И даже не знаю вообще, с чем они у меня ассоциируются. Как-то сложно мне в последнее время, видимо, с названиями. Была мысль «Северное сияние» именно из-за того, что вот этот зеленый такой яркий цвет похож на вот это желтовато-зеленоватое северное сияние, но тогда вот этот множество бежевого оттенка здесь как бы не очень в тему. Если бы это были более темные синие какие-то или это даже вот эти голубые. Ну, в общем, не знаю. Ладно. Подумаю над следующей парочкой носочков, сразу же над названием, чтобы как-то поинтереснее было. Но эти пускай останутся без названия. И смотрите, что у меня здесь. Я уже показывала эту пяточку, что здесь я делала прибавки-убавки по пятке. Вот здесь сужение и расширение и сужение пятки от скуки чуть-чуть другим образом, и мне очень нравится, как они классно переходят вот в эти резинки, вот в эти полосы резинки. И я подумала, что в следующий раз я даже оставлю вот эту серединку не 9 петель, как я здесь сделала, а вообще оставлю 4 или 3. Ну, в общем, прям по резинке попробую как-нибудь сделать. В общем, такая вот у меня идея. Хочу экспериментировать с новыми пятками, но такой же структуры, потому что мне она уже просто... Я уже во сне, мне кажется, смогу связать именно эту структуру пятку от скуки. И, в общем, мне очень нравится вот такая резинка 3х2, вообще пропорции ее. Я померила на ноги еще без ВТО. Очень классно сидит, все очень здорово. Ну и, собственно, пойду стирать, не затягивать, как с прошлыми своими носочками, которые, не знаю, недели-две просто пролежали нестиранные. Пойду стирать и блокировать. И думаю, завтра уже покажу вам красивые какие-то подсъемы готовых носочков. Мне так нравится, какими они, смотрите, тоненькими колбасочками, узкими формируются. Когда еще не на блокаторах, а вот просто смешно очень выглядит. Так, ну вот и все. Отправляемся сушиться. Друзья, всем здравствуйте! У меня сегодня 4 апреля, и за последние дни накопилось некоторое количество новостей вязальных, о чем я хочу вам сейчас и рассказать. Так, с чего бы начать-то? Давайте начну сразу с носков. Да, чтобы последний подъем у меня здесь был вчера, я пошла постирать, и вот такая красота у меня в итоге получилась. Мне так нравится, как носки, связанные резинкой, преобразуются после блокировки. Они сразу становятся не вот такой вот узкой колбасочкой, да, когда, ну, резинка логично стягивается. Они вот такой красивый узор приобретают, такую ровность. Очень мне нравится. Я уже, по-моему, не раз говорила о том, что узор резинкой мне нравится безумно. Мне очень нравится эта расцветка, мне очень нравится на ощупь эта сама пряжа мериносовая. Видимо, по ходу я любитель мериносовой пряжи в носочке именно. Мне очень нравится эта мягкость, мне очень нравится, как они ощущаются на ноге. Хотя я, по-моему, мериносовые носочки, это, во-первых, вторые в жизни всего лишь мериносовые носки, которые я вязала. Первые из Газал Happy Fit, такие бордово-коричневые. Я их подарила своей подружке на Новый год. Поэтому сама я их не использовала, не носила как-то так вот. Ну, мерила, конечно, очень приятно, нежно, мягко ноге. Но так, чтобы прям носить и посмотреть, как они в носке, как они там растягиваются, не растягиваются, может, они сползают как-то с ноги некомфортно. Этого я еще не знаю, поэтому вот эти носочки я связала для себя. Буду носить, тестировать, смотреть, как вообще эта пряжа. Но именно в работе я просто обожаю эту нежнятинку. Это просто мягкость такая. И да, и по расцветке. Я тоже говорила, по-моему, не раз, что я очень люблю, когда носки не идентично одинаковые, да? Когда у них единый стиль, единая вот какая-то расцветка, но при этом полоски такие хаотично неравномерные. Я не знаю даже на самом деле в этом моточке пряжи, возможно ли было разбить их так, чтобы секции были одинаковые? Наверное, можно было. Кстати, да, давайте найдем. Давайте найдем одинаковую секцию. По-моему, вот она. Да, ну, по крайней мере, вот здесь точно. Хотя вот здесь, здесь, наверное, у меня был обрезан. Видите, в чем дело? Тут еще же моток не совсем ровный. Был моток, порезанный кусочки вот этого зеленого. Я их брала на вязание перчатки, которые мне не хватило вот такого цвета. Поэтому в любом случае невозможно было сделать идентично одинаковые, но я этого и как бы и никогда цели себе такой не ставила. Все, носочки готовы, очень мне нравится. Да, кстати, по пяточке. Вот так пяточка в развернутом виде выглядит.
я рассказывала о ее отличиях, да, вот эти прибавки я сделала чуть-чуть как бы в другую сторону прибавки, не по боковой, а вот здесь по серединке, и пяточка выглядит вот так. Мне нравится, какой-то такой чуть-чуть немножечко другая пяточка. И, девочки, свершилось, мальчики, неужели я постирала и заблокировала вот эти носки? Я про них уже просто в каждом влоге, Кстати, да, по-моему, забыла рассказываю. упомянуть, что из этого Все, шопеля я уже готовы, вязала себе заблокированы. носочки Сразу весенние, вот настолько фотография, чувствуется разница и это между уже мериносовыми остаточек. носочками, мериносовой шерсти нежной и шерстяной. Вот они такие прямо жесткие, шерстистые. Но это такие прям супер теплые, знаете, зимние будут носочки для моего брата, да, смотрите, какие они гигантские. В экран даже не влазит. Все, наконец-то больше не буду перед вами ими светить в каждом выпуске. Все с носочками рассчитались. Ну и что вы думаете? Что я вам обещала в прошлом выпуске насчет носков? Я и себе, и вам уже, знаете, чтобы не отнекаться, пообещала, что я следующие носки точно буду вязать хеликсом. И, ну вот я только вчера закончила вот этим предыдущий из мериносовой шерсти. И еще пока, ну, надо хотя бы пару дней, да, паузу сделать в носках. Но чтобы я случайно, внезапно, не знаю, не начала снова какие-то носки, я сразу себе в проектную сумочку, проектную косметичку положила пряжу для хеликса. Я уже даже размотала специально вот на 2 таких клубочка маленьких. Это шопель Zauberball. Кстати, да, забыла упомянуть, что из этого шопеля я уже вязала себе носочки весенние, вот фотография, и это уже остаточек. Я разделила его на 2 моточка. Кстати, да, я, по-моему, об этом не упомянула. Специально для того, чтобы вот такие вот маленькие моточки для носков делить ровно, прям грамм в полуграмм, там в миллиграмм, ровненько, я купила себе такие маленькие весы, ювелирные называются, чтобы вот эту граммовочку четко делить, потому что, ну, в носках даже, знаете, вот так вот метр, это можно целый ряд провязать, а на больших весах, в которых я просто граммовку обычно пряжу взвешивала, там, ну, не точность, не такая точность. Так что вот это у меня будет основой. Это у нас Ауsterman Step Classic в розовом цвете. Я из нее, по-моему, уже как-то начинала. Какие-то носки тюльпановые, помню, называется. Это единственные вообще в моей жизни носки, которые я начала и потом распустила просто полностью, потому что, ну, не пошло дело. И сейчас думаю вот так совместить вот с вот этой весенней расцветочкой шопеля розовой. Мне безумно нравятся вот эти желтые, розовые оттенки и зеленые здесь просто. Муа. И сочетать это с розовым, я думаю, это будет просто невероятно нежнятина. Розовые, весенние вот такие вот носочки. Все, я пока просто положила в косметичку, еще ничего не начинала, но как бы место забито. Место проекта для носков забито. Все, чтобы я не начала чего-то другого. Так, дальше идем. Тоже на днях сидела, перебирала свои запасы мохера. Хотела начать в совместнике у Кати Ринг жилетку мохеровую вязать. Помню, что у меня много всякого разного цветного мохера, но так, чтобы на какое-то плечевое, даже не знаю. В общем, ребят, вот что я нашла. Я помню, мне Егор дарил по моей просьбе на какое-то позапрошлое 8 марта, это был первый год вообще моего блогерства, я у Егора попросила, и он мне подарил такой большой букет. Давайте фотку сюда прикреплю вам. Букет из моточков пряжи. Мне кажется, это очень гениальная идея. Конечно же, мы не сами придумали, где-то там в Инстаграме, где-то в рилсах увидели и повторили эту идейку. Очень классно. С тех пор у меня
большие запасы почему-то именно мохера. В тот момент мне приспичило из мохера вязать из бабушкиной квадраты из мохера, такие пушистые, и какой-то то ли шарф, то ли что-то такое воздушное. Я хотела именно из вот этого мохера. С тех пор этот мохер у меня лежит в больших количествах разных цветов. Просто я вот так набрала разные, чтобы из них разноцветные бабушкины квадраты вязать. Поняли, да? Поэтому какого-то однотонного цвета на плечевое мне не хватит, но при этом я вспомнила, что у меня есть, и я недавно в выпуске про все мои плечевые изделия рассказывала, что вот этот вот джемперочек из мохера, я, несмотря на то, что я его сваляла, чуть-чуть испортила, но это, если честно, самый носибельный мной свитерок, джемперок вообще из всех. Я не знаю, дома я его просто обожаю. Вот чуть что где-то прохладно, рука первым делом к нему тянется. Он очень легкий, его очень легко накинуть, и мне безумно нравится его расцветка. И у меня давно уже мысль закрадывается, не то чтобы повторить, может быть, в других цветах, хотя тут модель элементарная, просто прямоугольники связанные вообще без каких-то там ростков и чего угодно. Тем не менее, мне очень нравится, как он на мне сидит, как он выглядит, и я захотела связать еще один вот из таких вот цветов. В идеале я хотела вот так. Желтенький с голубеньким, но у меня всего лишь по 4 мотка. Докупать еще мохер мне прям очень не хочется, потому что, хочется вот эти запасы бесконечные разноцветного мохера как-то использовать, куда-то в дело пустить, чтобы они не лежали, у меня не захламляли полки. Поэтому решено было, естественно, полосатость какую-то придумать полосатость. И в отличие от этого моего джемперка, он даже похож как полупаутинка, полуджемперок. То есть он очень-очень легкий, на большом номере спиц связан, но при этом не совсем паутинка. И, в общем, я экспериментировала, во-первых, с цветом. Сначала вот такой образец я связала. Здесь я сразу на 4 миллиметров, то есть я очень сильно уменьшила зачем-то размер спиц. Хотелось такое более плотненькое полотно, но я переборщила. Это уж слишком плотное. Во-первых, наверняка сюда расход пряжи будет больше, чем если такое вот рыхлое вязание, да. Во-вторых, мне не нравится, как вот эти линии, как цвета сошлись, потому что этот желтый слишком светлый, голубой еще более-менее ничего так, но вот посередине линия еще из зеленого, но она превращается в очень толстую темную полоску. Мне хотелось что-то более воздушное. Плюс здесь насыщенный цвет становится из-за того, что вязание более мелким размером спиц. Короче, сразу же начала второй образечек вязать. Здесь я уже взяла 6 миллиметров, да? Разница 4 и 6 миллиметров. Кстати, вот этот оптимальный. То есть мне хотелось от моего оригинального вот этого джемперка чуть-чуть поплотнее сделать. Не совсем такие большие дырки. Его, кстати, я вязала где-то, я нашла даже информацию, по-моему, на 8. Здесь я решила в 6 попробовать. И, мне кажется, по плотности, по толщине это вот такой вот то, что мне примерно и хотелось. Я взяла, в общем, сюда вместо голубого в комбо такого вот бежевого. Это, кстати, у меня остался именно от вот этого моего джемперка оригинального, бежево-коричневенького. Вот этот просто серо-бежевый нейтральный, очень нейтральный цвет, и они очень классно сочетаются. То есть мне не хотелось чего-то очень сильно яркого, но при этом еще одна маленькая-маленькая полосочка голубого вот здесь посередине, и она разделяется от бежево-серого цвета еще по рядку желтого. То есть этот желтый цвет с какими-то цветными вставками хорошо смотрится именно когда он разделяется еще с собой же, этим же цветом светлым. Я не знаю, зачем я это так подробно объясняю вообще. По ощущениям моим, по моему навыку подбирать цвета, вот я именно к такому выводу прихожу. Но в итоге все равно за основу я беру именно этот желтый цвет, у меня его только 4 мотка. На плечевое, на тот же вот такой джемперочек, навряд ли хватит. Нужно либо еще заказывать, либо туда приводить еще множество каких-то цветов, прям супер-супер полосатый, чтобы был джемперок разноцветный. Но это уже совсем не концепция вот это будет, которую я придумала. И, в общем, я в раздумьях. На этом я сделала паузу, я в раздумьях. Вообще все пошло, помните, с жилеточки из мохера, которую я хотела вязать по описанию, точнее, по совместнику Кати Ринг. Не знаю. Все, я вам рассказала новость, к чему это приведет, я сама без понятия. Я ничего пока не решила. Никакой конкретики по поводу этого проекта у меня пока нет.
Еще мы тут позавчера с девчонками, с моими девчонками, вязальными подружками, собирались снова в гостях у Лизы повязать, поболтать. Подсъемов со встречи 0, но мы отмечали день рождения меня и Лизы у нас вообще в один день. День рождения 20 марта. Поэтому Даше пришлось отдуваться и дарить нам обеим подарочки. И хочу немножечко ими похвастаться, потому что это конкретно вязальные подарочки. Вот такую бобинку на сочной пряже мне подарила Даша. Кстати, у Даши есть свой канал. Если что, вдруг посмотреть хотите, переходите, я оставлю ссылочку на нее. Такая вот носочка бобинная. Это все из магазина у нас в Новосибирске бобинных артикулов. Я там побывала с девчонками вот в этот день впервые. Мы зашли так посмотреть, поглазеть. Я, конечно, ничего не купила, потому что я пока вообще еще в бобинной пряже не сильна. Она меня еще, пока я ее не совсем понимаю, да, я еще как бы не окунулась вот в это вот пространство вариантов вязания из бобинной пряжи, поэтому и она меня пока еще настолько сильно не соблазняет, как девчонок некоторых, которые приходят в магазин и просто скупают половину. В общем, это у нас 75 меринос. Это мериносик. Тут она, конечно, супер жесткая на ощупь, потому что бобинная, да, все мы понимаем. Мне очень любопытно и интересно, как она преобразуется после ВТО. Вот эту магию ВТО бобинной пряжи я знаю, но у меня она пока что еще не случалась вот настолько вот такой прям вау. Поэтому очень интересно, что получится из этой бобиночки. Еще мне Даша подарила вот такую вот рафию, Испи, мою любимую Испи, обожаю именно Испи. Вот такая вот полосатенькая, окрашена секционно. Я, кстати, с такой не однотонной рафии ни разу не вязала. Очень такие летние цвета, кстати, мне сейчас подходят. И у меня вообще, если честно, планов на это лето по рафии просто гигантские планы. У меня там куча каких-то сумок, аксессуаров. Так что это очень будет мне кстати на это лето рафия и вот такие вот цвета. И последнее, самое вкусненькое, что мне Даша подарила, вот такую потрясающую пасмочку от Фезы. И это тоже мериносик. И тут, так как это не бобинная, а моточная, или, как это сказать, пасмочная пряжа, она сразу очень нежная. Она потом еще станет нежнее, но она уже в пасме такая приятная. Ну и окраска, вы только посмотрите, я просто в восторге. Я обожаю вот эту крапушность. Вот все, что с точечками разноцветными. Такой взрыв, такие цвета. Я вообще в восторге. И не только я. Ко мне в гости приехал Егор, и у меня на столе лежали все вот эти вот подарочки, чтобы не забыть о них рассказать вам. Егор сразу такой: вау, это что такое? А чего это? Я ему говорю: это носочная пряжа. Он такой: ну я бы хотел себе носочки даже вот из такой пряжи. Так что сразу было решено из этой пряжи связать именно для Егора носочки. Ну, конечно, после того, как я хеликсом свяжу носки, да, я помню это обещание, но следующий, может быть, вот именно к этой пасме вернусь, и для Егора будет такая вот парочка носочков. Думаю, несправедливо показать подарочки от Даши на мой день рождения и не показать подарок от Лизы, потому что это... Вы посмотрите этот талмуд. Этот просто огромный талмуд. Книга Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Обе книги, естественно, в одной. И это не просто издание, это какое-то, знаете, я не знаю, фантастическое коллекционное издание. Она, смотрите, просто вся, как бы так поаккуратнее показать. Во-первых, у нее, смотрите, в 2 колонки текст, и она вся наполнена картинками. Очень много иллюстраций, картинок. Я не знаю, мне кажется, это очень красивое оформление. Такая книга, знаете, которую хочется хранить всю жизнь, передавать из поколения в поколение. То есть это точно книга, которая останется со мной в моей домашней библиотеке на всю жизнь. Так что огромное спасибо Лизе и Даше за подарочки. Это, конечно, просто вау. А еще маленькая милая прелесть от Лизы.
Навряд ли кто-то из вас помнит, но вот как раз-таки в прошлый раз, когда мы у Лизы в гостях собирались впервые с девчонками, я делала подсъемы ее комнаты, помните, где куча каких-то классных супер игрушек, столько мелочей творческого человека. И одна из этих деталей это были такие смешные плюшевые игрушечки, вот такие вот, сверху на мониторе у Лизы. И я делала подсъем крупным планом именно этих зверушек, а девчонки что-то смеялись. Перемещается камера на них, и они там шушукаются. Вот этот момент смешной, они, оказывается, шушукались о том, что Лиза купила мне уже тогда вот эту игрушечку в подарок. Вот этот поросюшка. Смотрите, какая у него жопка. Я просто так пищала, я даже не знаю. Кажется, вот такая мелочь, а эмоции, она, если что, получила больше всего из всех подарков. Ну, это что за свинюшечка такая? Пока что она у меня просто вот так вот сидит на столе со всех сторон. Я ее тискаю иногда. Это просто прелесть. Вот так вот взрослым людям тоже бывает мега умилительно получать такие игрушечки. Так, все, ладно. Не буду больше вас мучить своим писком умиления. По подарочкам все. И маленький момент покажу вам. Даже вообще, если честно, думала, вообще показывать нет. Это максимально простейшие просто штучки, которые я связал вчера вечером, вот просто чтобы деть куда-то остатки пряжи. Просто маленькие сумочки для телефона. Вот такие вот. И я их как бы не себе вязала, но и не подружкам в подарок. Я не в восторге от этих сочетаний цветов, они такие очень яркие, выколи глаз. На самом деле мой друг один попросил на продажу. У него есть точка, кофейня, и там у него целая какая-то витрина, полка рукодельных штучек всяких, я не знаю, всякого разного он там продает, ну, сотрудничает с рукодельницами. И он предложил мне, говорит: Даша, а чё, почему у меня до сих пор нет твоих вязаных изделий? Давай что-нибудь, какие-нибудь аксессуарчики повяжи, и мы выложим там на продажу. Я подумала, почему бы и нет. Попробовала навязать вот таких вот сумочек. Думаю, еще парочку свяжу. Заодно как бы истрачу всякие остатки какие-то, пряж, яркие такие. Я даже не знаю, сколько на них цену-то поставить, но они такие вот простейшие. Просто бабушкины квадраты сложены вместе, и все. Значит, настроение у меня, кстати, закатное солнышко, отражающееся от дома напротив, от окон. Видите, как падает, прикольно. Настроение у меня было сейчас взяться за шапочку. Так, давайте я вам просто вот так вот покажу. Блин, фокус не ловится. Короче, количество моточков после распуска этой шапочки я же начала, там провязывала, показывала вам полосатость, вот столько примерно. И очень тугая, очень малая была мне, я пересчитала примерно. Точнее, не пересчитала, просто добавила примерно на глаз, сколько мне хочется количество петель. Набрала заново эту шапочку и начала вязать. Не знаю, надеюсь, я ее свяжу в одном порыве, потому что если я второй раз ее отложу, то, мне кажется, я уже ее в этом сезоне, в этом году точно не довяжу и уже оставлю ее на осень. Вот, так что пока в настроении, пока вяжу. Вот такая вот шапочка. В этот раз вроде выглядит как-то более похоже на приемлемый объем для головы. Ну и я стараюсь еще плюс вязать более так плотненько, чтобы не совсем дырявая была шапочка. Ну все, вяжем. Так, ну что, время почти 12 часов. Вот столько я успела провязать за вечер. Это я просто вывернула наизнанку. Вот здесь у меня такие места стыков. Я просто привязывала, думаю, потом уже финально буду как-то там подтягивать или как-то красиво прятать. Такой ирокез. То есть получается вот эта лицевая сторона. Вот так. Вот таким вот образом выглядит. Даже, мне кажется, приятно, эластично. Я уже примеряла так чуть-чуть на голову. Все по размеру нормально, мне нравится.
И я хорошо сейчас смекнула быстро, что нужно в какой-то момент. Я хочу шапочку именно с отворотом. Примерно таким сантиметров 5, 6, 7. Такой вот отворот. И сейчас мне нужно вот эти все кончики, которые я вот здесь оставляла, теперь нужно оставлять с другой стороны, ну, за счет того, что лицевая сторона будет здесь на отвороте. И сейчас мне нужно, ну, короче, вы поняли, перейти на как бы изнанку на другую сторону, чтобы прятать кончики уже с другой стороны. Конечно, я все это потом спрячу получше. Но, в общем, вот такая вот получается шапочка. Все, на сегодня хватит, иду спать. Рубрика комнатных растений. Помните, я обрезала фикус каучуконосный свой. Вот они, кстати, росточки. Вообще пока что даже не намека на какие-то корни нет. Но вернемся к этому пеньку. Вы посмотрите, что... Это что за малепусенькие листики? Смотрите, это листики. Просто почечка с листиками. Я так была рада, когда это увидела. Давайте поближе еще разок. Это настоящие листики. Так что все, надежда на этот цветок у меня есть. А еще смотрите, что шифлера моя. Вот такая прекрасная, замечательная, очень высокая, длинная. И я уже 2 раза прищипывала ей верхушку, чтобы она какие-то боковые ростки дала. И она, смотрите, что снова мне выдает вот эту маленькую красоту. Но мне уже жалко 3-й раз отщипывать. Ну, то есть это цветок уже достаточно давно стоит без новых побегов, потому что я его прищипываю, и он как бы не растет логично. Поэтому я думаю, ладно, вот эти 2 малепусечки оставлю. Так и быть, пускай. Здесь у нас тоже полным-полно. Ну, это логично, сейчас весна, все активно растет. Тут у меня еще один ус, новые листики. Тут я уже не буду показывать. Значит, замиокулька, вспомните, я говорила. Вот он, кстати, вот этот новенький росточек. Вот он уже упирается в потолок. И я тут заметила, что тут еще один. Вот он. Росточек, еще один. Небольшие пока что, но я так поняла, что у этого цветка старые клубни, ну, умерли, сгнили, так скажем, я не знаю. Видимо, я перелила или еще что. И у меня, видите, как много пеньков. Очень-очень много толстых пеньков. То есть это вот старые большие картошины. Остались какие-то мелкие картошины, ну вот, и у этих листьев. Поэтому сейчас долго очень время он стоял, формировались, наверное, новые картошины. И они пока что ну, небольшие, поэтому новые побеги, соответственно, тоже не сильно большие, но тем не менее идет процесс роста, значит, это растение еще поживет и все хорошо у него. Это тоже очень радует. Такие вот у меня цветочные дела. Сегодня вяжу с утра снова вот этот воротничок ажурный. И знаете, что я могу сказать? Когда вяжешь вторую вещь уже одной какой-то модели, какого-то одного описания, я за собой заметила, что как будто бы меньше стараешься, но не в плане меньше стараешься, а думаешь, что ну и так все понятно, все вроде бы легко, ты же первую вещь связал. И я столько здесь делаю ошибок. Ну, то есть я уже не так щепетильная, смотрю каждый там кадр, каждую схему, каждый стежок. В общем, чуть менее сосредоточена, из-за этого делаю куча ошибок. Я очень надеюсь, что этого в итоге потом не будет не сильно заметно, но, ребят, я тут уже просто ошибок 3 сделала, но при этом я не распускаю там несколько рядов, чтобы все это исправить. А там, ну, знаете, если лишняя петля, то как-то, ну, взять там на следующем ряду 2 вместе провязать где-нибудь в каком-то не особо видном месте. В общем, не знаю, ребят. Пока в таком виде еще без ВТО, ну, можно так, конечно, расправить, ну, на первый взгляд-то как бы вроде бы и незаметно, но там где-то в нескольких местах, вот одно какое-то проблемное место, я даже, по-моему, пометила его, вот, где-то вот здесь я помечала. Там, где я просто взяла и 2 петли вместе соединила, потому что где-то что-то какая-то лишняя петля вылезла. В общем, такой проблемный воротничок. Я, если честно, уже прям устала. Не могу долго вязать вот такое для меня сложное изделие ажурное. Все, устала. Сейчас переключусь на что-нибудь такое попроще. Попроще, чтобы сидеть, сериальчик смотреть и вязать.
Вот так вот немножечко примерила на себя воротничок. Кстати, здесь просто вот эти шишечки, ну я не знаю, ну это просто уродство. Я прям не могу. В этой пряже, именно в хлопковой, она еще очень сильно расслаивается. Ну, в общем, пупырки, вот эти вот шишечки, получается очень-очень трудно. Кстати, да, в первом ряду шишечек я вообще сделала жесткую ошибку. Когда провязываю шишку, нужно ее потом сразу же, там 2 петельки под шишечкой соединять. В общем, а я про это забыла вообще. Подумала, я и так же поняла, как шишки вязать. Целый ряд просто шишек провязала. И когда следующий ряд начала, поняла, что что-то какая-то лишняя петля. Смекнула, что она где-то посередине лишняя, и просто соединила. В общем, у меня вот эти шишечки первые, они больше похожи на такую капельку, плавно переходящую вот в следующие ряды узора. То есть здесь, вот если можно заметить, шишечки, они такие хоп, и вот сразу она закончилась. А вот здесь она вот так, ну тут тоже плохо видно. Вот здесь, может быть. Смотрите, какая странная. Ну ладно. Ладно, прощу себе это. Шишечки, это не так уж просто. Вот они, смотрите, какие все кривенькие. Всем приветики, друзья. У меня тут случилось внезапное вдохновение. Мне сестра прислала рилс очередной, просто, наверное, посмеяться, а мне так понравилось. И я что-то даже на Пинтересте не попадалась на такие вещи. И смотрите, что у меня. Это стринги не для меня. Это не простые стринги вообще, это стринги для книги. Такая закладка. Быть может, кто-то попадался на Пинтересте. Это такие смешные вот идеи для вязания. И это закладка для книги. Она прям так и надевается. Давайте продемонстрирую немножечко. Таким вот образом на книжечку. Вот так вот надевается. Оп. Оп, здесь трусляшки. Естественно, это имеет просто море вариантов для исполнения. Разный цвет, разные рюшечки приделывают, какие-то бантики, цветочечки. Это могут быть не совсем стринги, а прям такие полноценные труселя. Здесь я что-то немножко переборщила с размером. Свободно, как-то слишком надо более натяг. И я сейчас планирую этим милейшим стрингом сделать еще рюшечку вот с такого зеленого цвета. Мне кажется, это просто очень классное сочетание. И вообще тут у меня снова тут творческий беспорядок на столе. Снова достала свои хлопочки. Вот эти еще сочетания, голубой с желтым, тоже очень классно. Сейчас я себе записываю в тетрадь, сколько там петель, сколько чего, чтобы основу какую-то для себя записать. И уже потом, не глядя, хочу всем своим подружкам, в читальном клубе подружкам, сестре, которая мне и скинула эту идею, связать и такие вот смешные закладочки для книги. Не знаю, насколько они вообще удобны, но просто сам факт. Сам факт, девочки. Стринги для книги. Ну это же забавно, правда ведь? Так что вот такой вот у меня процесс забавный. Ох, ребят, вот вместо того, чтобы сегодня влог монтировать, я не могу от этих трусов оторваться. Вот я розовенькие связала, они немножко большеватые. Я тут сразу же начала еще вторые в желтеньком цвете. И вот сейчас думаю, гадаю, какую рюшу сделать. Вот такая, конечно, красивая, но она достаточно массивная получается. И она, ну, как сборочку получается немножко. А это вообще очень упрощенный вариантик, легкий будет. Я просто не хочу перегрузить именно из-за того, что это закладка в книгу. Ну, то есть все-таки толщина между книгой, чтобы не была слишком толстая. Вот, короче, не знаю. Короче, какой-то провальный эксперимент. Столько времени я сегодня убила на эти труселя. Как бы я ни старалась, у меня вот это вот все время большая. Ну, видите, по размеру слишком. И эти трусики тоже я подмеряла, когда набирала петли воздушные. Потом начинала вот эту обвязку, и все, оно растягивалось. Короче, не знаю. Здесь я уже прям супер вроде бы тоже вымеряла, потуже гораздо уменьшала количество петель, и все равно. Короче, все, пока неудачный эксперимент. Нужно, наверное, тут как-то по-другому, не цепочкой делать, как-нибудь
либо саму модель более такую широкую какую-то делать, чтобы более эластичное было. Вот в этом месте сейчас оно вообще не эластично, естественно, оно растянулось. И, короче, ладно, все. Не сегодня, не сегодня. Отложу, может быть, потом еще разок с этим поэкспериментирую. Вот такие вот у меня не совсем удачные моменты получились. Чё, царь? Вот как-то так и прошла моя неделя. И давайте подведем итоги. Вообще так классно, что я веду этот влог, что я каждую неделю подвожу итоги. Это очень помогает чувствовать время, куда оно ушло, на что оно потратилось. Бывают такие суетные недели, когда ты вроде что-то делал, суетился, но не запоминаешь, что конкретно ты делал, и кажется, что время ушло куда-то впустую. Но стоит вот так вот записывать, например, раз в неделю итоги какие-то важные, и ты понимаешь, что все было не зря, куда потратилось время. И это не только в вязальных делах там, или в какой-то вашей рабочей специфике. Это может и домашние дела быть, и какие-то взаимоотношения с близкими, чтобы понимать, куда лучше направить свое время, к чему больше уделить, чему меньше. Так что это очень хорошая привычка, даже просто вести бумажные дневники и сделать такую небольшую отчетность для себя. Так, вернемся к итогам. Мою радость по поводу завершения джемпера с Цири вы тут все прекрасно видели в начале этого выпуска, так что не буду здесь повторяться. Все супер, я уже в нем гуляла, собирала кучу комплиментов, просто особенно восхищаются знакомые друзья, которые понимают, что это не просто какая-то рандомная картинка на джемпере, а конкретно Цири, моя кошечка, это их очень умиляет и, конечно, собирает кучу комплиментов. Также я завершила для себя носочки полосатые из мериноса. И что, значит, я скажу по стартам. Воротничок. Хлопковый воротничок очень радует. Продолжаю, вяжу его. Все нормально. Хотя там куча ошибок. Но я надеюсь, что все будет нормально. Также я распустила и начала заново шапочку. Кстати, да, ее я хочу вам показать. Шапочку вот эту яркую, разноцветно-полосатую. И это вот тот момент моего какого-то разочарования. Ну, представляете, да, я распустила, добавила сюда, по-моему, аж 8 петель дополнительных. И все равно, мне кажется, она мне... Ну как, она очень сильно растягивается, то есть натяжение сильное, такое упругое. Я не очень люблю такие шапки. Я люблю шапку, чтобы вот еле-еле держалась на голове и была свободной, потому что иначе мне очень давит уши, я не люблю такое. Плюс я разочаровалась немножечко в этом. Цвета мне нравятся, но то, что здесь очень сильно разная толщина ниточки, вот эта оранжевая ниточка, она вообще имеет очень разную толщину по своей длине. Ну, это такой пухлый-пухлый мохер, где-то густо, где-то пусто, так скажем. И она очень неравномерная. Ну и вот, в общем, во всем этом вместе сочетании эти все ниточки кажутся очень неравномерными. И если вот в таком виде она еще ничего, то вот так, когда она на голове растянется, очень сильно видно вот эти все кривые какие-то петли. Мне это вообще не нравится. И, ну, если у меня уже какие-то такие негодования по поводу шапки, зачем вообще ее довязывать? Буквально еще 2 дня, да уже сейчас на самом деле у нас теплая погода пришла в Новосибирск, и можно, в принципе, без шапки ходить. Ну, на крайняк там кепочка, может быть, или какая-нибудь повязочка. Но шапки, особенно такая пушисто-теплая, ну, как будто бы ушел сезон, да, я об этом и думала, когда начинала эту шапку вязать. Потом дала ей еще один шанс, и сейчас понимаю, что... Короче, разочарование. Я даже не знаю, довязывать ее. То есть здесь бы я уже начала убавки по шапочке. Здесь еще такой вот подворот, по идее. Блин, ну на камеру вроде прикольно, такая небрежная. Ну просто, ладно, наверное, просто сделаю усилия, по-быстренькому ее завершу. Может быть, кстати, после ВТО она подвытянется и станет более... не такой тугой, кстати. Резинка же всегда такое свойство имеет. Пока она не постирана, она вот прям стягивает. Но тут, видите, проблема именно, что вот если так сильно растянуть, то узор, ну, как бы не становится некрасивым. Ладно, наверное, завершу, чтобы просто для того, чтобы не откладывать это на следующий год. Потому что хочется прибрать эти все мотки.
Такой вот неудачный, какой-то странный, сомнительный процесс у меня случился на этой неделе. И еще одно мое разочарование. Почему-то мне казалось, что я просто сяду сейчас и за 2 часа свяжу там, не знаю, 3 закладки труселей, вот этих смешных стринг. Розовенькие, которые тут в последних подсъемах показывала, я вообще их распустила, они получились очень большие, гигантские. Вот эти я уже прям натягивала на книжку, ориентируюсь, чтобы было туго, но в процессе обвязывания вот этой рюшечки сильно полотно растягивается, они в итоге, ну, они вообще не эластичны, из-за этого, ну, логично, нету вот этого облегания книги для этой закладки. Короче, идея классная, но нужно подумать еще над реализацией. Возможно, нужно сюда пришить резиночку какую-то. Ну, это такая запара. В общем, в порыве мне казалось, это такая классная идея, и идея это классная, но реализацию нужно более, так что ли, с умом, более сосредоточенно подойти. А мне хотелось по-быстренькому связать, и в результате я немножечко разочаровалась. Но сочетание цветов, смотрите, какое классное. Это просто... Ну, милота. Быть может, я вернусь к этой идее закладочек и попробую еще разок, но в этот раз у меня не то чтобы получилось, но потратила я на это просто вчера, ну, почти весь день. Просто это мне жалко, что я как-то как будто профукала зря это время. По поводу образцов моего нового джемперка из мохера тоже. Я вот за это время придумывала еще несколько вариантов. Я думаю, что нужно просто продолжить и еще образцы повязать, потому что у меня цель использовать именно те моточки, которые у меня есть мохера, не использовать, не докупать какие-то еще новые, но при этом, чтобы получилось красиво. Такое, не то чтобы разочарование, но вот я еще в процессе поиска вот этого цвета, этого легкого джемперка. Думаю, это еще в будущем я приду к чему-то, то, что меня устроит. Ну, в общем-то, на этом, наверное, и все. Рассказала я и о своих удачных, неудачных моментах, о своих поисках, экспериментах. Надеюсь, вам было интересно провести это время со мной. Если это так, не забывайте ставить палец вверх этому видео, пишите какие-нибудь комментарии, напишите, как вам джемпер с Цири. И вообще подписывайтесь на мой телеграм-канал. Всех очень буду рада там видеть. Ну что же, на этом, думаю, все. Будем с вами прощаться. Мы увидимся с вами ровно через неделю, как всегда во вторник. А сейчас я желаю вам отличного дня, прекрасного настроения и всем пока-пока. Что-то у меня лоб блестит, просто капец. У меня какой-то новый сияющий крем просто. Смотрите, лоб просто как отполированный. Так, ладно.